Сегодня мы ответим на вопросы, на которые должен был ответить каждый конспиролог, но они до сих пор этого не сделали. Начнем с того, что в Спарте слабых и некрасивых детей сбрасывали в яму. Дельтарун. Как много в этом слове. Жаль, что сайт по озвучке текста будет произносить его неправильно. Не буду тянуть время. Хотя мы на Ютубе, я буду тянуть время. Что это за такой главный вопрос, на который мы должны ответить? Этих вопросов 3, но конспирологи уходят от ответов на них. Они делают это, потому что знают секрет успеха. Количество превосходит качество. Если я сделаю плохую теорию, то я ее не опубликую, так как я уважаю вас и ваше время, в отличие от других. Когда я смотрю эти теории, у меня есть два варианта. А. Либо они не уважают свою аудиторию. Б. Для начала я расскажу, как заставить людей верить во все. Начнем с пафоса. Чем авторитетнее автор, популярнее видео или круче источник, тем больше вам верят. Ссылайтесь в своей теории на психологические исследования, древние тексты, загадочные загадки, тем больше вам верят. Перед тем, как ее рассказывать, вы должны рассказать много дополнительной информации, как минимум 9 фактов, чтобы переполнить оперативную память зрителя, и они не смогли ничего вам противопоставить и запутались. Саму теорию лучше рассказывать в конце вашего часового видео, так человек устанет его смотреть и перейдет от понимания к доверию. После этого вы можете говорить любой бред и помните правило лжи. Чем безумнее слово, тем охотнее в это верят, и никогда не отступайте от своих старых заявлений. Теперь вы знаете, как обманывать людей. Поздравляю! Вы можете стать хорошим политиком. Если вы посмотрите на большинство популярных видео, то они будут соответствовать описанному. Большой хронометраж около часа, перечисление общеизвестных фактов, авторитетность и пафос. Помните и то, что империя внушения не всесильна, она боится разума. Первый вопрос, на который мы должны ответить, что можно брать за источник информации. Если мы нашли параллель с каким-либо произведением, как доказать, что это не совпадение? Если в рамках теории мы будем рассматривать неограниченный массив информации, то у нас произойдет переполнение данных, и появится бесконечное количество плохих, некачественных теорий. Например, я могу построить параллель Дельтарун и песни «Пустыня» и доказать, что весь альбом «Грязный асфальт» был мистификацией с целью пиар-кампании игры. Это действительно очень легко, и вы можете сделать это сами. Гастер – это на самом деле Маяковский. Чтобы строить свою теорию на каком-либо малоизвестном произведении, нужно сначала доказать, что Тоби с ним знаком, то есть найти цитату из интервью или откуда-либо еще. Например, теория о том, что сюжет Дельтарун вдохновлен Мавер 3, построена на цитате из интервью с ним. Или же можно доказать универсальность символа. Например, человек с крыльями – это символ ангела во всех авраамических религиях, а также индуизме, то есть более 70% людей и более 90% верующих. Главное не запутаться, например, в одном видео про воду говорилось о религиях Египта, Шумера, Индии и Греции. Посмотрим, где это на карте. Да, тем более часть из них ему пришлось намеренно исказить. Дельтарун – это самостоятельное произведение. Оно не строится на базе уже готовых произведений, но может вдохновляться ими, строить с ними параллели, отсылки, аллегории и прочее. Если автор видео строит свою теорию на основе малоизвестного произведения и не предоставляет доказательств, откуда Тоби вообще мог узнать о его существовании, то это плохое видео и не надо его смотреть. Когда произведение строит параллели, то это не одно совпадение, а большая система образов, и если бы она была, то ее уже бы нашли. Еще хуже, когда используется фраза «а что если?», она очень короткая, и ее легко не заметить, но у нее очень сильные последствия. Поймите, одно дело, когда у нас уже есть доказательства и это идет как дополнение, но когда это единственное доказательство, это плохо, и вся дальнейшая теория неприемлема. Нам важно отметить принцип «действия превосходят слова». Все персонажи могут врать. Все, в том числе и люди. Если есть противоречие между тем, что происходит, и тем, что говорят, то сразу побеждает то, что происходит. А все слова этого персонажа идут под сомнение. Еще один секрет. Если теории что-то противоречит, то она неверна.
Очень часто люди просто верят в понравившуюся им слова и игнорируют противоречия. Даже если противоречие одно, то теория ложна. А сейчас ответим на второй вопрос. Как развивалась идея Дельтарун? Я сделаю что-то типа документальной гипотезы. Сначала в 2011 году появился сон, который является концовкой Дельтарун. Из него начала развиваться игра, прототип Дельтарун, который не был завершен. Отдельно появилась система боевой механики. А потом появился Undertale, более маленький проект, который включал некоторые идеи Дельтарун и систему боевой механики. А после появился Дельтарун, который собрал в себя боевую механику, оригинальный сон и немного Андертейла. И во время разработки этих двух игр интернет оказывал на них различное влияние. И третий, один из важнейших вопросов: чему должна отвечать теория? Она должна отвечать на уже имеющиеся вопросы. Она не должна создавать еще больше вопросов. Нет смысла пытаться предугадать будущее, так как мы все равно его узнаем. Это видео названо так пафосно не потому, что я сделал какое-то большое открытие, а потому что все, что я говорил до этого момента, применимо не только к Дельтарун, но и к любым другим теориям. А теперь перейдем к моим теориям. Начнем с того, что я заглянул туда, куда никто не заглядывал ранее, а именно бета-версия Undertale. Там нас интересуют такие персонажи: красный, зеленый, объединенные демоны, красный и зеленый рассказчики об эхоцветах, красный, зеленый, желтый и розовый лизатели фикуса. Это дает новую информацию о теории цвета. Тоби говорил, что лизатели фикуса были заполнителями, но мы видели, как выглядят заполнители. Мы можем сказать, что цвета соответствуют циркулярной модели эмоций. Красный – радость, зеленый – грусть, желтый – торможение, розовый – возбуждение. Это единственное возможное трактование, которое не противоречит сама себе и не создает еще больше вопросов. При попытке разместить их иначе, то у нас будет перевес или несоответствие. Единственное, что отражают эти персонажи, это цвета и эмоции. Удивительно. Не факт, что Тоби был знаком с этой теорией. Я не знаю, насколько хорошо он разбирался в психологии на тот момент. Скорее всего, эта идея относилась еще к бета-версии Дельтарун и была сильно переработана. И главное, что она сохранила, это пары цветов антагонистов: красный и зеленый, желтый и розовый. Теперь мы можем лучше трактовать это в отношении Дельтарун. Зеленый – это цвет контроля, красный – это цвет свободы. Это, в свою очередь, хорошо сочетается с поведением Ральзея и Сьюзи в первой главе. Заметим, что желтый и розовый – это противоположности. Они борются друг с другом. Сочетание этих цветов олицетворяет в первую очередь двойственность. Противоречие может быть разрушение. Вы могли заметить, что желтого демона я назвал объединенным. Это соответствует оригинальному концепту. Это можно использовать как аргумент в пользу того, что Гастер – это симбиоз двух организмов. Как я понял, все это для того, чтобы объяснить, почему у него в имени два шрифта – Виндингс и Астер. Хотя, по идее, должен быть только один. У меня есть другая теория. Гастер – это доктор, то есть врач. А вы знаете, как пишут врачи. И есть шанс, что он говорит нормально, но пишет. Давайте ответим на вопрос, который мучает всех с первой главы и на который можно было ответить после выхода четвертой. Кто такой Ральзей? Из первой главы мы знаем, что Ральзей всегда был один. В третьей главе его речь про предметы и темные миры заканчивается фразой «Я тоже». В четвертой главе мы узнаем, что он знает весь текст пророчества. Итак, ответ: Ральзей – это священнописание. Это объясняет, откуда он знает текст пророчества, если всегда был один. Это объясняет, как он всегда оказывается в разных темных мирах. Как правило, религиозные книги очень распространены и могут храниться в самых разных местах, долгое время будучи забытыми. Важно отметить, что личность Даркнера зависит от Светлого, который создает фонтан. Так как Крис знает Ральзея с первой главы, то его личность передается таким же книгам. Это лучший вариант объяснения. Он создает только вопрос о воспоминаниях Ральзея. Это не является прямым противоречием, но все объяснения этого пока что очень размытые. Скорее всего, это будет объяснено в следующих главах 6 и...
теперь ответим на вопрос, какая будет концовка. Начнем с того, что Дельтарун — это в первую очередь художественное произведение. Главной темой этого произведения является фатализм. Можно ли изменить будущее или оно предопределено? Вы можете сказать, что главной темой является эскапизм, но дело в том, что происходящее больше похоже на анероид. У нас была только одна сцена с реалистичной психологией. Идея может затрагивать тему эскапизма, но она уже не будет основной. Так как тема фатализм, то она не может существовать без пророчества. Нам нужен анализ религии Дельтаруны. Скорее всего, Тоби вдохновлялся уже существующими религиями. Все существующие в нашем мире религии заканчиваются апокалипсисом, полным разрушением Вселенной. Если разрушение будет полным, то это объяснит, почему концовка одна, потому что игру можно будет пройти только один раз. Подобное пытались сделать еще в Undertale, но от идеи отказались, хотя это слишком самоуверенное заявление. Пока мы говорим не о полноценной теории, а о трактовании уже известной информации. Возможно, что без Наэль нельзя будет победить рыцаря, так как сейчас это самый сильный персонаж. Был. Рыбы не помнят своих детей. Рыбы не помнят их, хоть убей. Большинство фанатов не верят, что у игры будет только одна концовка. Но не забывайте, ваш выбор ничего не значит. Это то, с чего начались игра, то, о чем все забыли. Самое точное, что мы можем сказать, в любом случае в концовке будет Крис. Под конец я бы хотел пожелать вам не выдавать желаемое за действительное. Научиться думать самостоятельно, не тратить свое время впустую, научиться ждать, научиться проводить свое время с пользой. К сожалению, большая часть таких теорий – это пустословие. Вы все равно сами скоро узнаете ответы на все эти вопросы. Спасибо за подписку. Пока.